Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Для нас праздник– это состояние души. И как сказал мой муж, на этот Новый год он хочет домашнюю, простую, человеческую еду. Я, как женщина послушная, исполняю. Сегодня приготовим вкусные, классические, простые блюда. Согласны? Ставьте лайки и начнем. Беру мясо. В идеале, конечно, говядинку, но можно и свинину. Нарезаю на куски. Прям на куски такие крупные. Так будет вкуснее. Этого блюда я всегда готовлю много, потому что можно и на следующий день подогреть, даже через недельку можно подогреть, и оно все равно вкусное. Этот кусочек оставлю еще на один рецептик. Мясо перекладываю в кастрюлю, желательно с толстым дном. А там какая есть. Можно и в сковородке это сделать. Беру 3 средних луковицы и нарезаю на полукольца. Чем больше лука, тем вкуснее. И выкладываю сверху на мясо. Добавляю штучек 5-6 душистого перцев, граммов 100 сливочного масла. А вот так вот раскидываю по всей кастрюльке, чтобы везде попало. Оно у меня уже подтаяло. Сюда пол-чашки воды, миллилитров 100-150. Накрываю плотно крышкой и зажигаю огонь. Делаю чуть ниже среднего и оставляю так мясо тушиться где-то часик-полтора. Буду время от времени поглядывать на него. Сразу же ставлю картофель вариться. На гарнир у нас будет Сережина фирменное пюре. Пусть здесь себе варится. А я могу и салатиками заняться. Я заранее запекла овощи в духовке. Опа. А ну смотрим. Уже остыли. Ой, все прекрасно. Что нашла в холодильнике, друзья мои? Одну свеколку. Начну с оливье. Да простит меня мой муж, оно будет не совсем классическим, с изюминкой. Ну потому что это буду не я. Несколько картофелин, запеченных обязательно. Это придает очень вкусный вкус. Нарезаю на кубик. Из-за того, что я картофель заранее запекла, хорошо охладила и дала ему постоять, он режется очень хорошо. Но вот такие вот кубики не разваливается. В миску. Вареные яйца. 3 штучки. Одну небольшую морковь для цвета. Это, конечно же, хозяюшки по желанию. Но морковку надо есть, это ж наше зрение. Ну да. Сюда же. Конечно же, колбаса докторская, вкусная. Прям как в детстве, чтобы была. Когда ее жаришь, краешки закручиваются, она румяная такая, вкусная. Тоже на кубики. Конечно же, берем соленые, крепкие огурцы. Чтобы хрустели, как снег на 20-градусном морозе. И нарезаем. Ой, хорошие огурчики. Таких огурчиков можно и побольше. Да, они, друзья, вкусные. Я обожаю этот рецепт от Василича. Каждый год делаю. И сюда. Конечно же, горошек. На мое количество мне будет достаточно полбаночки. А соль для чего ты оставляешь? Майонез можно сделать. Первая фишечка моего оливье будет небольшой кусочек сыра на крупной терке, прямо сюда. Вкус совершенно другой. Это мне подсказала моя одна хорошая знакомая. Немножечко, граммов 20-30. Соль по вкусу. Конечно же, черный молотый перчик. И еще одна изюминка, друзья. Копченая сладкая паприка. Здесь главное не переборщить. Совсем чуть-чуть. На кончике чайной ложечки. Осталось заправить все майонезом. Домашним майонезом. Да, Сережа делал. В магазине. Покупал.
перемешать. Ой, Сережа, ты знаешь, у тебя очень хороший вкус. Это у тебя хороший вкус, а я наслаждаюсь им. Вообще. Благодарю тебя, солнышко, за эти вкусняшки, что ты мне готовишь. Пожалуйста, ты же знаешь, я люблю тебе угодить. Вот такой вот салатик у нас получается. Сочный, ароматный и, поверьте, очень вкусный. Запеченная картошка, остренький сырок. Друзья, у меня рефлекс. Позвольте, с вашего позволения, я... Отведаю приготовление. Во, Серега, это очень вкусно. Я тебе верю, солнышко. Никакие кальмары не сравнятся. Ну а что дальше мы будем делать? А теперь я для себя любимой сделаю салатик. Для этого мне нужна миска, овощи оставшиеся. Это 2 картошки запеченных. Нарезаю на кубик. Перекладываю в миску. Морковь. Тоже на кубики. И сюда. И, конечно же, свекла. Свеколки, друзья, лучше побольше. Но у меня не было. Это очищение нашей крови. Чтобы казалось больше. И сюда. Ну, конечно же, огурчики. Тоже на кубик. И сюда. Какой же винегрет без вкусной квашеной капусты? Так это винегрет. Да, Сережечка, это винегрет. Мне почему-то, друзья, захотелось винегрета. Простого, вкусного винегрета. Я думаю, будет достаточно. Немного соли, совсем чуть-чуть. Буду ориентироваться по своему вкусу. Я люблю добавить в винегрет французскую горчицу в зернах. Она такая пикантность придает. И подсолнечное масло. Домашнее подсолнечное Да, масло. домашнее, нерафинированное, ароматное. Все хорошо перемешиваю. Ой, у меня тоже получилось очень вкусно. Анька, у меня полный рот слюней. Я хочу Да. это попробовать. Давно мы не ели таких простых блюд. Да. Ой, счастливый я человек. Потому что я сейчас могу взять целую ложку и съесть. Приятного тебе аппетита. Сережка, иди в магазин. Зачем? С таким закусоном Грех не выпить, да? вообще, это даже будет благословение. Что там наше мясо? Картошка кипит. Картошечка кипит, она должна еще побулькать. Сделаю нагрев поменьше. Пусть здесь себе потихоньку томится. Заглянем в мясо. Опа. Посмотрите, буль-буль. Ух ты. Но еще рано. Пусть еще булькает. Нагрев под кастрюлей у меня самый минимальный. Оно должно просто томиться. Так. Пух-пух-пух. Ну и третий мой салатик, друзья. Интересно? Берем баночку с маринованными грибами, Вообще цимус. которые сами мариновали. Мы в этом году с Сережей. Сейчас будет. Я уже пробу сняла. Здесь у нас беленькие грибочки. Зеленый лук. Сюда. Немного ароматного масла. И я по своему желанию добавлю чайную ложечку яблочного уксуса. У меня домашнего производства. Хочется мне сюда кислоты. Перемешиваем. Вот это класс. Ой, Серега, точно беленько не хватает. Классика. Классика, друзья мои, будет жить всегда. Ставьте лайки. Ну что там наше мясо? А я сейчас покажу. Прошло 1,5 часа. Посмотрите, какая красота там. Ух ты. Да. На этом этапе мясо солю. У меня будет чесночная соль. Конечно же, можно заменить на зубок чеснока и просто соль. По вкусу. Сюда 2 лавровых листочка. 2 столовые ложки яблочного уксуса. Черный перчик. Вот вообще красота. Как вкусно пахнет. Перемешиваю.
Посмотрите, какая красота получилась. Вообще Лук класс. превратился в соус. Так, пусть еще немного побулькает, а мы пока картофель сольем. Да, друзья, все это время картофель у нас здесь потихонечку булькал. И сливаем. Хорошо. Оп. Сейчас покажу, как муж научил. Картофель присаливаю. Мы ее специально не солили, потому что она у нас очень долго варилась. Сюда кусочек сливочного масла. Хороший кусочек. Да. И разминаю толкушкой на этом этапе. Разминаем, разминаем, разминаем. Беру молоко. Обязательно горячее. Вот, солнышко. Давай. Выливаем. Сразу все? Да. Анютка, что ж ты Сара способом? Покажи, как надо делать. Ну сейчас, ты же говоришь, сначала надо немножечко молоко вмешать. Ну хорошо, давай. И берем чудо-приспособление. Миксер. Друзья, прошу не путать миксер и блендер. Разные вещи. И начинаем взбивать. Анютка, достаточно. А то сейчас будет бисквит. Пюрешка получается просто замечательная. Посмотрите, какая воздушная и нежная. Она даже на следующий день остается такой после подогревания. Вообще класс, Сереж, посмотри. Это Вообще шикарно. это твой рецепт. Он всегда так делает. Смотрим на мясо. Ой, здесь уже все так аппетитно, все так красиво, друзья мои. Мясо видно мягкое. Накрываю крышкой, выключаю нагрев и даю отдохнуть тоже минут 10-15. А мы за это время накроем на стол. Анечка, а какой же ж Новый год без бутербродов с красной икры? Пожалуйста, сделай парочку. Согласна, и к этому я тоже подготовилась. Берем вкусный батон, нарезаем тоненько. Мы же икру собираемся есть. Да, не хлеб. Каждый кусочек смазываю сливочным маслом, вкусным маслицем. Красную икру и щедро накладываю. Ой, вкус детства. Точно надо будет хорошо плясать, Та-да. чтобы столько калорий прошло. Сжечь. Ой, давай вот так. Пусть будет больше икры, лучше, меньше бутербродов. Ну ты же хотел человеческий Новый год. Я тебе и сделала. Благодарю тебя, солнышко. Пожалуйста. Вот такая вот красота, друзья, у нас получилась. Как раз нам, да? Угу. Угу. Ты ж пока вчера спал, я тебе твой любимый торт испекла. Это какой же ж интересно. А какой ты любишь? Угадай. Ух ты. Твой любимый. Благодарю тебя. Пожалуйста. Ну, только добавила от себя изюминку еще. Это какую Ну, же не могу интересно? я просто так. А я тебе разрежу и покажу торт с сюрпризом. Отлично. Ну что, друзья, давайте же праздновать. Опа! Класс. Картошка, Сережка, получилась на славу. Посмотри, какая нежная. Беру картошку, в серединке делаю. Гнездо. Да, аккуратненько. Праздник все-таки. Берем наше красивенное мясо. Опа. И в гнездышко. Да. Сейчас И еще. соусы, конечно. Конечно, подожди. Ну ты куда ты спешишь? Смотри, тебе два яичка в гнездышке. Давай будет 3. добавить. Отлично. Вот. И соус даю. Ты знаешь, Сережечка, Угу. я хочу тебе кое-что сказать. Что? Ты, как всегда, прав. Чем проще еда, тем она вкуснее. И полезней. Да. Вот стоит прислушиваться к мужчинам. Класс. Ставьте лайки. Сейчас покажу, какое мясо получилось. Посмотрите, какое оно мягкое. Оно прям на волокна расходится. Мягенькое, мягенькое. По вкусу очень напоминает, друзья, тушенку. Я просто влюблена в этот рецепт. Приятного тебе аппетита. Давай, Сергей Николаевич. Давай. Друзья, с наступающим Новым годом! Хотим пожелать вам
всех благ земных, добра в сердце, любви, светлой, яркой, сильной, изобилия в доме, мирного неба над головой, Счастья, еды благополучия, Да. еды вкусной, простой и полезной, мудрой жены, послушных детей. и благодарных мужей. Пусть у вас в жизни все будет только хорошо. Да. Дай Бог вам счастья, здоровья, благополучия. Но я за тебя буду. Давай, благодарю тебя, Сергей Николаевич, за терпение. Анютка, Благодарю. я же просто люблю тебя. Молодец. Все, за тебя. Быть добру. О, наконец-то я добрался до стола, хоть что-то вкусное поем. А то ты за кадром ешь, а я вообще как-то не попадаю. Да. Картошечка вообще класс. А мясо? А мясо? Да. Вот так вот смотри, какое мясо. Где ножик? Я даже одним ножом буду придерживать, а вилкой буду просто разбирать. Ну, мягко, мягко. Вообще шикарно. Ты на вкус попробуй. М. А тебе идет шапочка. Даже еще с этой картошкой, Анютка, у меня просто золото. Благодарю. Это ж ты мне такую идею поддал. Человеческое меню на Новый год. Друзья, и правда, очень вкусно получилось. И просто. Вкусно? Анечка, а как же поблагодарить наших друзей? Друзья, за ваше здоровье. Хотим от души вас поблагодарить за ваше внимание, за ваши добрые пожелания, за ваше благословение, Поддержку. поддержку, за ваши Любовь к нам. рецепты, за ваши истории жизненные. Я Да. иногда, когда читаю, просто бывает плачу. Все мы, как говорится, дети земли, у всех у нас разные ситуации в жизни. И все же нужно верить в добро, в Жить любовь. Да. И излучать любовь. Что я излучаю, то я в жизни получаю. Так что давайте Да. выпьем за истинную любовь, За счастье вас. и благополучие. Да, и за вас, друзья, благодарим вас. Давай, Всё. Серега, за наших друзей до дна. Да. До дна? Это ж не алкоголь. Нет, друзья, просто потом оливье не влезет. Ой, класс. М-м. Все. Приятного мне аппетита. Мгм. Грибочков кинуть? Ой, Сережечка, я боюсь, что я не осилю все. Чего? Потому что я еще винегрет хочу. А я люблю. Каждый со своей тетой. Каждый свое любимое ест. Помнишь, мы когда-то ходили на Новый год до кого-то? И они говорят, каждый, что хочет есть, то и принесет. Ну мы и принесли тогда. То, что мы любим. Да, И ели то, что мы То, что любим. мы хотели. Они потом говорят, а что это вы так принесли такое вкусное и сами съели? Так что, как сказали, так и сделали. Кто не успел, тот опоздал.